Приветствую вас, уважаемые садоводы и огородники! Железный купорос. В данном видео расскажу о железном купоросе, как и где применять железный купорос на даче, в саду и огороде, как правильно развести и что обработать медным купоросом у себя в саду, отличие железного купороса от медного и как приготовить средства для дачного туалета, чтобы избавиться от неприятного запаха. Многие садоводы и огородники забывают о таком эффективном и недорогом препарате, как железный купорос. Железный купорос или сульфат железа – это кристаллический порошок изумрудно-зеленого цвета. Он обладает широким спектром действия, не токсичен для человека и растений. С его помощью мы можем бороться с болезнями, грибковыми заболеваниями, обеззараживать почву и подкормить растения. Железный купорос отличается от медного прежде всего по составу микроэлементов. Железо и медь, как химические элементы, оказывают разное воздействие на вегетационный процесс растений. Без микроэлементов железа не могут существовать смородина, крыжовник, клубника, а к недостатку меди наиболее чувствительны яблони, груши и сливы. При борьбе с вредителями нельзя смешивать железный купорос с известью и с фосфоорганическими удобрениями, например, салатар, фуфанон, карбофос и другие. Железный купорос обладает более мягким действием в защите от инфекций и гнилей. Применяют в качестве антисептика и дезинфекции корней, семян, стволов деревьев. Горючестью железный купорос не отличается, однако во многих источниках делается акцент на том, что он взрывоопасен. Медный купорос – это соединение меди с серной кислотой. Содержит 24% меди. В основном применяется для борьбы с грибковыми заболеваниями. Работает против 90% заболеваний. Применяется для подкормки растений на торфяных, песчаных и других почвах, бедных медью. Медный купорос в смеси с известью применяют для опрыскивания деревьев и кустарников. Вместе железный и медный купорос нельзя использовать. В железном купоросе содержится до 50% микроэлементов железа. Опрыскивая раствором купороса по листу, мы можем восполнить нехватку микроэлементов железа у растений. Концентрация 10 грамм железного купороса на ведро воды. Угрозу для растений сернокислое железо представляет, если концентрация выше 1%. Такой раствор сжигает растения, так как обладает высоким уровнем кислотности. pH 3,5-4,5. Если доза превышает 100 граммов на 10 литров воды. Если ведерный объем не нужен, а надо подкормить по листу всего пару кустов малины или крыжовника, то понадобится всего 1-2 литра раствора. Готовим 1% раствор. 10 грамм железного купороса на 1 литр воды. При борьбе с мхами и лишайниками нужна более высокая доза раствора, чем при обычном опрыскивании по листу – 330 граммов на 10 литров воды. Поэтому такое опрыскивание проводить ранней весной или поздней осенью в ноябре, когда нет листьев, и после обрезки, иначе будут ожоги. Обработку проводить в сухую безветренную погоду. Время воздействия должно быть не менее суток. Не забывайте и о своей защите. Используйте индивидуальные средства защиты – перчатки, маски, очки. Также можно вносить железный купорос в осеннюю перекопку почвы на 1 кг на 100 кг почвы, то есть на несколько квадратных метров. Это насытит растения железом весной. Железный купорос, как антисептик, может справиться с грибком и плесенью в овощехранилищах, обрабатывая стены помещения и каркасы теплиц. Для деревянных поверхностей готовим 5% раствор, 500 граммов купороса на 10 литров воды. Для кирпича бетона 10% раствор, а для обработки грибка в жилых помещениях 15% раствор. Обработанные железным купоросом растения будут защищены от болезней и инфекций, такие как мучнистая роса, серая гниль, кокомикоз. Но он безвреден для вирусов и бактерий. Поэтому в борьбе с возбудителями опасных инфекций будет бесполезен.
Повышают эффективность железосодержащего препарата мочевиной. Смесь делают поровну: 200 грамм железного купороса и 200 граммов мочевины. При листовом опрыскивании можно добавить в раствор мыло, чтобы дольше удержать препарат на листьях. Также подкисляем почву для тех растений, которые нуждаются в кислой почве для хорошего роста. Это картофель, клубника, розы, красная смородина, азалия, гортензия. Под такие культуры вносят под зиму 55 граммов железного купороса из расчета на 1 квадратный метр. Бывает так, что бытовая химия не дает ожидаемых результатов при обработке дачного туалета. Тогда данный метод с использованием железного купороса придет вам на помощь. Для этого необходимо приготовить средство всего из 3 ингредиентов: железный купорос 250 граммов, пищевая сода 5 столовых ложек и вода 5 литров. Этот раствор можно приготовить в пластиковой бутылке емкостью 5 литров, хорошо перемешать до полного растворения компонентов и влить средство в туалет. Через пару дней неприятный запах исчезнет. Эффект сохраняется примерно год. Обработку потом повторить. Как правильно разводить железный купорос, чтобы сохранить его полезные свойства? Не использовать водопроводную воду, а разводить в мягкой родниковой дождевой воде или из скважины. Так как водопроводная вода жесткая, в ней много кальция и магния и делает раствор бесполезным. Не разводить в металлической таре, а только в пластиковой или стеклянной. Не хранить раствор. Срок применения пара часов после приготовления. Внимательно читайте рекомендуемые в инструкции концентрации раствора. 5% растворы разрешается использовать только весной до распускания почек или осенью, когда на растениях нет листьев. Во время вегетации следует предпочесть более слабые концентрации до 1%. Правильное использование железного купороса поможет избавиться от многих проблем в садово-огородном деле. Друзья, подписывайтесь на канал Сад Эксперт. Впереди еще много интересного и полезного.